И всем привет! Это наша новая непостоянная рубрика «Крипта не для чайников». Ну, если вы не видели наши прошлые выпуски, что такое DeFi, советую вот здесь вот посмотреть. Поехали! Ну что, заставка? Рум-рум-рум. Почему именно Ethereum является базовой монетой для взыскания комиссий на NFT-площадках? Потому что самые используемые NFT-контракты, они работают на блокчейн-протоколе эфира. Так уж сферически сложилось, что первые ERC-токены появились на эфире, собственно говоря. Ну, давай скажем так, что, наверное, эфир — это вообще, в принципе, первый, кто вышли с концептом виртуальной машины, которая может исполнять контракт, да? На смарт-контрактах эфира были написаны контракты non-fungible токенов. Это в то время, что это было? Криптопанки? CryptoKitties. Kitties — это другой разговор, уже дальнейший. Да, в принципе, так или иначе они были появились. написаны первые протоколы, ну и все, и дальше пошло-поехало, соответственно. Точнее, были написаны первые NFT-контракты на блокчейне эфира. И дальше, собственно, уже с эфира этот концепт начал развиваться, и уже потом он перешел на другие блокчейны. Поэтому исторически так сложилось, что на блокчейне эфира написаны все самые используемые NFT-контракты. Алло. Что такое CryptoKitties и какое отношение они имеют к NFT? Как мы уже сказали, CryptoKitties — это один из первых проектов, который написал контракты non-fungible токенов, и это была такая, скажем, игра, в которой вы могли генерировать котяток, скрещивать этих котяток между собой, получать новые виды котят, вот, ну и, соответственно, торговать ими просто внутри. Ну, здесь просто стоит сказать вообще, в чем разница между fungible токеном, взаимозаменяемым токеном, и non-fungible токеном, не взаимозаменяемым токеном. Возьмем, допустим, Тезер как пример, и возьмем доллары, да? И вот если вы возьмете одну соточку одного Франклина, да, и вы ее возьмете и положите рядом другую, потом одну уберете, вы можете положить другую, и они ничем не будут отличаться, ну, кроме серийного номера на них. Ну, то есть так это одна монета заменяется другой. Но когда вы положите там... Один особняк и стул. Ну, пускай даже один особняк и стул, то, ну, вы не можете один особняк заменить другим особняком, потому что каждый особняк уникален, да, и поэтому он one of a kind, в общем. Ну, вот здесь, наверное, хороший пример будет, это вот как бейсбольные карточки. Мы выпустили серию, там, бейсболисты, там, по 10 карточек по одной карточке. Ну, вот она одна другой не заменяется, потому что они все, ну, соответственно, разные и уникальные. Вот, поэтому отматываем Любая назад. картинка, нарисованная твоим детечком, уникальна и неповторима. Собственно, как и Микеланджело, и да Винчи. Ну да, а если ты еще и привяжешь NFT-токен, и вот этот NFT-токен-то будет вот эта картиночка, то вообще цены тебе не будет. CryptoKitties — это один из первых проектов на блокчейне эфира, который, собственно, написал NFT-контракт и написал вот этот концепт, собственно, non-fungible токенов. В свое время он стал таким популярным, что завалил сеть эфира, что в нем нельзя было толком отрисовать никакие транзакции, потому что пользователи начинали генерировать новых котят постоянно, боролись за фичи, продавали, перепродавали их, участвовали в аукционах. И это в определенный момент стало очень хайповой темой. И сейчас уже, как и все прошлое, такое хайповое умерло практически. Да. Ну, здесь стоит сказать, да, что это было одно из первых испытаний на прочность блокчейна эфира и пропускной способности сети. И им тогда, ну, удалось, скажем так, ну, не положить сеть, но нагрузить ее достаточным образом, что, собственно, всплыли вот эти проблемы там пропускной способности, ценные транзакции, цены за газ и масштабируемости вообще эфира в целом. А еще из такого прикольного, у каждого котенка был свой генетический код, который давал ему особенную уникальность и редкость его определенных фичей. И за счет этого люди могли придумывать им ценность, грубо говоря. Золотистая шерстка бывает очень редко, а серая практически там у каждого пятого. Да. Можно было как-то спекулировать на котятах. Вот. А еще, кроме этого, у всех были большие глазки, и рождались они из пятнистых яиц. Вот. Но это не суть, это просто обвертка над прикольной технологией. Классная идея, то есть в виде игры была испробована сама эта технология и донесена, скажем так, до широких масс. Ну и вообще даже вот эта вся история с уникальными атрибутами, их комбинация, она повторилась
и повторяется в NFT-проектах потом, типа криптопанков или каких-нибудь там Bored Ape Yacht Club, которые там уже сейчас просто повторяют успех криптопанков, в котором в панках просто, допустим, было 10 тысяч карточек, были атрибуты, там какие-то атрибуты более редкие, какие-то более распространенные, соответственно, из комбинации этих атрибутов получались более редкие карточки и более распространенные карточки, что, в принципе, как бы позволяет каким-то образом дифференцировать, и, ну, они разные по цене, просто в силу там своей Торговать редкости. позволяет, короче, типа, аргументы приводить. Да, аргументы приводить, что это должно стоить там 100 эфира, или там 1000 эфира, а не 0. Что такое особые стандарты токенов и в чем их отличие? Что ж, Ну, собственно, два основных стандарта, да? да, 721, 1155. 721 это ERC 721. Ну, это то, с чего, в принципе, все началось. Правильно? То есть это... Это, да, то, что пришло в голову CryptoKitty. первым делом. Токен, каждый из которых представляет собой какой-то хэшик с уникальным значением. Да, ну и, соответственно, 721 стандарт, и потом он видоизменился в 1155 стандарт. А в чем различие 1155 против 721? Да, значительно дополнили 1.1.5 стандарт. Идея была в том, что очень многие протоколы в дальнейшем, например, даже криптографические игры, они начали требовать того, чтобы им нужно внутри себя иметь много разных токенов. И non-fungible, и fungible, и как-то с ними взаимодействовать. Ну, Если возьмем, например, игру ММО Warcraft, да, или, ну, давай, Вов, Да. отлично. да, типа у нас есть fungible токен золота, Да, у нас есть уникальные предметы, которые повторяются, например, топоры, да. а есть какие-то прям сверхуникальные предметы, которые никогда не повторятся, которые выпадают из одного легендарного монстра раз в жизни и больше никогда их Да. не будут. И все это нужно вместить в одну, грубо говоря, схему. Ну, а есть, допустим, еще какой-то сет, у которого 6 вещей. И это как бы один контракт, но 6 разных токенов. Да. И вот 1.5.5 позволяет совмещать все эти протоколы внутри себя в одном контракте. Потому что были бы это разные контракты, игроманы было на бы сети сложнее. эфира разорились бы, да? Да. То есть тут только вообще за газ всех бы с ума свели. Алло. Nyancat, вирусное видео с котом и радугой, было продано за $580 тысяч. При этом каждый человек может зайти на YouTube, увидеть это видео, скачать и поделиться им. Неужели NFT не гарантирует прав собственности? Не может быть. Не может такого Я не быть. буду в это поверить. Да, не Неужели может NFT такого это быть. все обман? Да, любой может зайти на YouTube и посмотреть Nyancat. Конкретно в случае с Nyancat, ну, вы же не можете сделать материальным какой-то диджитал предмет. Но вы можете его привязать к этому токену и как бы сказать, что вот оригинал, это вот он подвязан к этому токену. И, ну, опять-таки, здесь вопрос того, что сам по себе токен — это просто токен. Это некая бумага или расписка, которая работает на этом блокчейн-протоколе и на этих смарт-контрактах. Но смысл того, как... Он такой чисто символический. Ну, вы закладываете сами в договор, да? Ну, то есть то, как оно будет работать и какую вот... Что оно сможет делать в реальном мире. Ну, то есть, как вот, допустим, там, привязывание к авторским правам. Здесь зависит от юридического фреймворка, в который вы все это завернете, от того договора, который вы пропишете, да, там. Если мы посмотрим какие-то площадки, вроде OpenSea, Rarible, таких популярных, везде прописано то, что покупатель токена не является правообладателем. То есть стоит учитывать то, что все покупаемые NFT, все права на них, на эти картинки остаются у создателя. Или даже если это просто какая-то мазня, она просто никому не нужна. Ну, это, скажем так, позволяет все равно сделать, я не знаю, можно ли так сказать, материальным, но хотя бы сколько-то-нибудь осязаемым предметы цифрового искусства. Вот, и, соответственно, ну, передавать их на блокчейне как ценность, как актив. Если сказать, почему эти вещи стоят так дорого, наверное, стоит задуматься о том, что это вариант понтования. То есть, если мы посмотрим на реальное произведение искусства, в них часто ценность заключается в том, что типа люди придумывают, какой символизм оно несет. И по факту могут пощупать эту вещь. Цифровым искусством, которое представляет NFT-токены, пощупать вещь просто нельзя. Во всем остальном это похоже на обычное произведение искусства, которое вы смотрите как фотографию Моны Лизы. Оно ничем не отличается от фото Моны Лизы, кроме того, что Мону Лизу можно увидеть в реальности. Но
весь мир течет в другую сторону, в сторону виртуальности. Нет, в любом случае Мона Лиза, она же кому-то принадлежит, у кого-то есть там бумажка какая-то, которая говорит, фиксирует факт того, что такой-то, такой-то является владельцем этой картины. Это же не то, что на ней там сзади написано, он стоит и типа охраняет, просто говорит, это моя. Видел, это моя, моя. Это, скажем так, инструментарий в данном случае, и вы можете таким образом передать этот предмет цифрового искусства другому человеку. Вы передаете ему токен, в этот токен может быть вшит либо ссылка на оригинал файла в IPFS, где-то он хранится в децентрализованном файлохранилище, да, на компьютерах у людей в сети. Либо это там какой-то, как, грубо говоря, ключ доступа, вы заходите на какой-то сайт, коннектите туда свой кошелек, и только вы видите какой-то там интерфейс там, или еще что-то. Зависит от того, в общем, что вы в это вложите. То есть NFT здесь это просто, скажем так, технология. Да. Прикольно, что создатели некоторых забавных вещей в прошлом могут на этом всем заработать, но по факту весь этот смысл, вся стоимость здесь чисто символически. И она зависит от того, что есть какой-то уникальный смарт-контракт, в нем мы сказали, что именно в этом смарт-контракте будут наши уникальные токены, например, криптопанки. И вот эти криптопанки, у них есть особый хэш, и вот он прям уникальный. И ты, как владелец этого типа уникальной вещи, ты молодец. И есть еще другая история. То есть, что продает в обычном искусстве? Продает история. Это там какая-то картина, написанная чуваком, который ухо отрезал, там, на чем-то плотно сидел, там. Потом что-то его оценили, до людей дошло, да он офигенный чувак, он классно рисовал. А картин осталось мало, новый не выпускают, он помер. Потом ее там где-то, она у кого-то под кроватью лежала, потом ее достали, вывесили, украли. Потом во время войны она там где-то висела, ее спасли, кислотой облили, восстановили, еще что-то. И вот она перед тобой висит. 30 миллионов, братан, хочешь бери. Она написана там физически, допустим, на бумаге, и там, я не знаю, есть бумажная эта вся история, которая подтверждает право собственности. NFT здесь это эта бумажная история просто. Какие виды прав применимы к NFT? Слово пацана. Практически все права, которые применимы к NFT, это только право передать этот токен другому участнику. Да, по факту. То есть... Больше ничего владелец NFT сделать не может с ним. Но есть исключения. Нет, тут опять-таки, как мы уже сказали, оно все подвязывается под те юридические фреймворки, которые есть в реальном мире. Есть же какие-то там, условно, шаблоны договоров о том, как защищать там, или передавать интеллектуальную собственность. Государство до такого, в принципе, еще, может, не доросло. Но есть возможность NFT принимать чисто в виртуальном мире. То есть, если вспомним CryptoKitties, там была возможность использовать NFT котенка с NFT другим котенком, чтобы их скрещивать. Да. То есть, грубо говоря, это игра, которая позволяет тебе в данном случае взаимодействовать в виртуальном мире. Да. Есть еще CryptoLand, и там NFT представляет собой часть земли в этом криптомире, в котором ты можешь виртуально использовать, как-то изменять. Да, и в данном случае, допустим, NFT, это могут быть какие-то там, в них могут быть вшиты номера кадастра. И просто там, если будет когда-нибудь фреймворк, в котором есть NFT-токен, и NFT-токен, это, грубо говоря, участвует, просто передавать с моего кошелька, который там подвязан под мою личность, другому человеку на кошелек, я буду ему передавать право собственности, допустим, на землю. Но это все равно технология здесь, да, будет NFT, я буду передавать токен, но юридически это должно быть как бы прописано в Чтобы NFT начало, взаимодействовать с реальным миром, нам нужна еще юридическую подвязку. Вот у нас недавно Украина приняла закон, признающий криптовалюты. Там было что-то про NFT? Что-то я не увидел. Я тоже что-то не увидел. Если кто-то видел, напишите, пожалуйста, комментарии. Да, но оно должно обрасти какими-то кейсами, да, и прецедентами. И вообще, в принципе, юридической этой такой оболочкой. И плюс представьте себе ситуацию, допустим, я гордый обладатель картины «Мона Лиза», которая там, право у меня на нее на NFT. Но что мне это будет позволять делать? Допустим, я же могу под «Мона Лизу» взять займ. Я могу, допустим, использовать NFT как коллатерал, то есть я могу под залог этого NFT, опять-таки, это вопрос того, что оно должно торговаться на свободном рынке, должны быть какие-то прайс-ораклы, которые будут устанавливать на нее цену постоянно, да, и знать эту цену точно в любой момент времени, но я смогу заложить его, да, и как бы использовать как коллатерал и взять, допустим, долг под свою NFT, как пример. То есть это позволяет просто оцифровать предметы искусства и права собственности на них и использовать это в тех финансовых инструментах
сейчас, которые появляются в DeFi. Вот. Ну и вообще, в принципе, вот во всей этой плоскости криптовалюты, децентрализованных финансов. Есть идея о том, чтобы использовать NFT-токены в качестве передачи прав ownership на использование каких-то смарт-контрактов. Да, то есть, например, можно с помощью этой штуки организовать покупку, владение каким-то смарт-контрактом, передать его другому пользователю, и он сможет тебе платить это. И это будет честный обмен, который, грубо говоря, происходит при помощи посредничества NFT. Один из таких реально работающих примеров — это продажа ENS доменных имен. Ethereum Name Service. Да. Ethereum Name Service. Это как есть обычные доменные имена в обычном интернете, например, google.com. Вот точно так же есть у нас доменные имена типа ethereum.eth там, или так далее. Так можно .eth. Да. Купить себе какое-то доменное имя, по которому можно найти адрес этого пользователя в сети или адрес кошелька и все что угодно. И это реальный как бы пример использования NFT, удобный для покупки и продажи какого-то актива, который несет в себе ценность. Ну, и дальше есть куча там use-кейсов, допустим, как там вот, вокруг этого кейса все носится, это там право на обладательство на музыку, допустим. Ну, это уже следующая юридическая боубень. Да. Типа мы доживем до этого, но пока не скоро. Да. Алли. Представим, что полгода назад я приобрел один NFT за 3 эфира стоимостью $1800 каждый. Сегодня я отдал бы за каждый эфир уже $3500 из-за роста цен. Возникает вопрос, стал ли купленный предмет искусства цениться больше или лишь криптовалюта стала цениться больше? В чем заключается сама инвестиция? В искусстве или во взаимосвязи между искусством и курсом криптовалюты? Смотри, он начал цениться больше, если за него кто-то хочет заплатить больше. А так, то, что ты его купил, допустим, за 3 эфира, и это на тот момент было $2400 эфир по 800, допустим, а сейчас один эфир, там, $2400. Ну, так, вопрос, что я тебе могу предложить его продать, а ты можешь согласиться. Тут все зависит, грубо говоря, от рынка, в общем, и от тебя конкретно. То есть зависит от того, опять-таки, в чем ты торгуешь. Если ты торгуешь в долларе, допустим, он был там, $2400 ты его купил, а продал ты его там за 1,5 эфира потом, но это в долларе как бы больше, но тогда ты в плюсе. Но, как правило, ты же будешь торговать в эфире относительно эфировского депо. Это если ты его купил за 3, ты же его, наверное, захочешь продать как минимум, не дешевле 3, правильно? Вот из этого все и вырисовывается. Поэтому, да, кстати, NFT, наверное, и растет в цене. Потому что кто купил себе NFT-шку задорого, не хочет ее продавать задешево. И тем более, да, вы должны понимать, что это блокчейн. Я никак не проверил. Есть некие 50 адресов, которые вдруг начали там ставить ставки на него. Там вот есть у нас какая-то коллекция NFT. Мы там ее сначала выкупили задешево, а потом постепенно какие-то вот кошельки там себе их там за 6, за 5 перепродавали и дошли до 30. И меня если спросят, слушай, а продай, я скажу, 60 эфира. В смысле, о чем? Ты скажешь, да я вот же купил его за 55, брат, по-братски у тебя, 5 эфира накинул вообще копытных, типа, а на деле это ты там между собой, допустим, гонял все эти 60 эфиров. Имейте это в виду, когда вы вступаете, в принципе, в эту зону. Все зависит от рынка, и все зависит лично от тебя, обладателя NFT, за сколько ты его захочешь продавать. Ты его можешь продать потом и за бесплатно. Дело такое. Можно ли создать собственную NFT-биржу? Как именно и выгодно ли это с точки зрения инвестиций? Вопрос философский. Есть два пути, как говорится. Во-первых, да, любой может взять и написать смарт-контракт и задеплоить его в блокчейн. Есть прикольный туториал тоже OpenSea площадки, который позволит вам сделать свой NFT максимально быстро и хорошо расписано. То есть нужно обладать минимальными навыками, чтобы совершить создание NFT. Есть контракт NFT, есть контракт аукциона маркетплейса. Вот вам нужно написать контракт аукциона маркетплейса, подключить одно с другим. Если вы хотите подключить другие NFT-контракты, можете подключить другие NFT-контракты. И задеплоили, сделали фронтенд, подключили одно к другому и погнали. Делайте маркетинг и все. Дорого ли это? Да смотря кто это будет делать, смотря по какой цене. С технологической точки зрения, на самом деле, нужны хорошие специалисты,
чтобы они могли позволить твоей новой площадке сделать фичи, которые будут интересны сообществу. Например, это газ, фри, минтинг и продажа новых NFT-шек. Газ, фри, битс на этом аукционе. Ставки, газ-фри ставки. Интересно также пользователям сейчас роялти, может не пользователям, но авторам, возможность получать комиссии за перепродажу NFT. Ну, то есть, грубо говоря, вы здесь просто выступаете как площадка, вы выходите, и для того, чтобы люди захотели вас использовать, но вы должны, наверное, чем-то отличаться от конкурентов, потому что уже есть площадки, которыми люди пользуются, и поэтому вам нужно выйти и дать что-то новое. Выгодно ли это? Ну, вы будете как площадка получать свои комиссионные, поэтому чем больше людей у вас будет торговать, тем больше у вас будет комиссионных. Спрос на технологию, он растет, все больше и больше людей как бы этим... Это все как бы один путь. Есть еще второй путь, да, который сейчас разрабатывает FTX Exchange. Он позволяет делать NFT-площадку, целиком работающую на движке биржи. То есть все, что происходит по минтингу, созданию NFT, все происходит внутри просто централизированной биржи. Ну, на бэкэнде биржи, на сервере. И получается, только если пользователь захочет вывести этот NFT из биржи, тогда биржа создаст для него этот токен, и он уже станет полноценным владельцем его. Таким образом, облегчаются косты, да? Наверное, большее количество пользователей, те же самые юзеры FTX, которые, например, никогда не юзали MetaMask, не ходили в эти NFT-площадки, получают возможность торговать, покупать NFT-шки прямо из своего юзер-интерфейса биржи. И, собственно говоря, вот это прикольно. Да, ну и нужно сказать, почему это. Во-первых, потому что использование NFT-контрактов, оно достаточно дороговастенькое. Контракты комплексные, стоит это газа нормально, и, ну, я вам так скажу, даже передать NFT, написанное на OpenSea контракте внутри OpenSea, это порядка сейчас там от 200 до 300 долларов. Так что это, ну, не дешево. Поэтому все gas-free solution, как сказал смарт-контракты, они сейчас в респекте и почете. Ну, опять-таки, широкому рынку и для масс-адопшена не нужна вот эта сферическая децентрализация в вакууме. Люди хотят просто спекулировать, да и все. А спекулировать они хотят подешевле. Алло. Какую функцию выполняют NFT? Ну, самую непосредственную. Передают ценность некую, заложенную туда. Фиксируют факт владения чем-то, что прописано в контракте токена. Ну, мне здесь нравится вот как раз вот эта аналогия с каким-то вот листочком. Представьте, что есть нотариально заверенные вот эти листы от государства. То есть есть лист, у него есть какая-то некая там уникальный номер, маркировка, да, и мы на нем можем написать какое-то соглашение. Вот как мы напишем это соглашение, как оно будет функционировать, уже запишет, ну, зависит, собственно, от самого текста соглашения, да. Вот. И в данном случае NFT выступает просто технологией. NFT позволяет нам просто передавать право владения уникальной вещью. Вот и все. Нарушает ли использование NFT-технологий какие-то действующие законы? Ну, хороший вопрос. Так как все это все равно сейчас серой зоной, многие вещи происходят впервые, поэтому сложно сказать. А особенно с тем учетом, что право на Западе имеет прецедентный характер, да, то есть все опираются на некие прецеденты, которые были для этого, для вынесения дальнейших каких-то там решений в судопроизводстве или там при разборе каких-то споров, и просто для разрешения каких-то там определенных задач, да, то здесь все зависит от этого. Например, если я создам NFT и скажу, что кто владеет этим NFT, владеет моим домом, потом припродам это NFT кому-нибудь, потом он пытается жить в моем доме, а я пошли его нахер. Вот была недавно ситуация, допустим, Тиль Линдеман из Рамштайна, они, по-моему, одни сняли клип в Эрмитаже, потом сделали NFT, по-моему, как-то там из эссетами из этого клипа, но там попали, получается, в кадрах были виды Эрмитажа, фотографии там из Эрмитажа, да. А у Тиля был заключен контракт с Эрмитажем, но только на производство видео, а на продажу того не было. И, соответственно, ну, они этот конфликт разрешили, просто заключив дополнительное соглашение. Поэтому, опять-таки, здесь NFT — это просто технология. Ну, если конфликт или нет, уже зависит от каждого конкретного кейса и какие в нем, скажем так, вводные, да. Нельзя ответить на этот вопрос как-то однозначно, односкладно. То есть в каждой конкретной ситуации будет... Я думаю, простой ответ, скорее всего, нет. Ты не нарушаешь закон, потому что не запрещено, то разрешено. Что такое
IPFS. Interplanetary File System. Для создания Web 3.0 что нам нужно? Нам нужна распределенная система доменных имен, и нам нужно распределенное хранение файлов, правильно? Вот IPFS в данном конкретном случае это вот как раз вот это дистрибуцированное хранение файлов. Ну, тут как бы идея в чем? Что есть куча разных нод, распределенных по сети. Каждая из нод хранит в себе часть файлов, которые в эту сеть загрузили, в зависимости, например, от частоты того, как к этому файлу обращаются, как часто. Во-вторых, типа, если, например, я хочу, чтобы мой файл был доступен в общей сети, но при этом он как бы не часто обращаемый, то я могу поднять свою IPFS-ноду, и там будут загружаться эти файлики. И идея заключается в том, что, обращаясь к какому-то конкретному файлу, мы идем не по ему имени, мы вставляем хэш файла в строку поиска, в URL-строчку. IPFS-система начинает создавать маршрутизацию в поисках той ноды, которая имеет доступ к этому файлу. То есть она спрашивает, ты имеешь файл? Нет. А ты знаешь, кто имеет? Он говорит, я думаю, вот этот знает. Обращаешься таким образом и находишь именно ту ноду, которая может отдать тебе этот файл. Хранение файла распределено, никто точно не знает, где оно находится, нужно как бы опрашивать разные ноды. Но суть в том, что все имеют к ним доступ. Файлы не хранятся где-то централизованно в одном месте, они хранятся распределенно по сети. И просто обращаясь к сети в определенный момент, тебе как бы из кусочков собирается этот файл и выдается. Как это, скажем так, выглядит сейчас? Как работает CDN, наверное, нужно об этом сказать. CDN — это Content Delivery Network, сеть доставки контента. То есть у вас есть сервер, который физически, допустим, стоит в Украине, но у вас есть пользователи в Великобритании, есть пользователи в Австралии. И вот пользователь с Австралии, если он будет обращаться на сервер в Украину, он физически, там будет долгая задержка, ему будет долго идти медийный файл. Соответственно, поэтому делаются зеркала контента, особенно статического контента. Который не меняется. Да, который не меняется. И, соответственно, есть просто зеркало контента в Австралии и есть зеркало контента, допустим, в Великобритании. Когда я обращаюсь к серверу, он какую-то информацию, которая не статическая, он мне ее выдает, а которая статическая, я ее получаю по месту. Я ее получаю с сервера в Австралии, либо с сервера в Великобритании. Но эта система централизована, и файлы хранятся в одном месте на одном сервере, там, в Австралии, в Украине, в Великобритании. Здесь это как бы вы обратились к сети, и она вам по кусочкам собрала этот файл. То есть, и, собственно говоря, в чем вопрос, почему нас это вообще спросили? А стандартом NFT, по которому пользователь обращается к файлам и картинкам, которые они владеют, является IPFS File System. То есть каждый токен практически имеет в себе строчку под названием токен URI, по которому пользователь, спрашивая ее, может получить доступ к самому изображению токена. Он ее смотрит в этой IPFS-системе обычно. В общем, IPFS — это хранилище контента и сеть доставки контента для Web 3.0. И в данном случае и NFT. И NFT, да. Ну-ка. Какое будущее ждет NFT? Я думаю, прекрасное легализирующее будущее. Да, радужное будущее. Технология будет развиваться, мы увидим все больше вариантов имплементации NFT, мы увидим все больше юридических фреймворков, которыми эти NFT обрастут. Мне кажется, даже в CBDC-валютах рано или поздно может появиться аналог NFT-шек, для того, чтобы пользователи реально могли очень легко и свои дома закладывать, и передавать, как-то использовать эту штуку. Да, то есть это даже нет привязки к децентрализированным валютам в плане использования NFT. Мне нравится, допустим, вот эта аналогия с маркированным у нотариуса бланком. То есть есть некий бланк, на котором можно писать соглашение, который принимается как стандартом в какой-то системе. Да? У каждого пользователя, то есть не то чтобы у каждого гражданина, вообще каждой любой страны будет скоро свой публичный приватный ключ, которым он будет аналогом его физической подписи. И эти публичные и приватные ключи, собственно, являются основой блокчейна и взаимодействия пользователей между друг другом. Соответственно, это скоро будет полнейшая интеграция публичных и приватных ключей для каждого человека. Потом каждый человек сможет, помимо того, что при помощи этих ключей отправлять свои электронные гривны, он еще и сможет владеть и распространять разрешения и управление своими физическими активами в виде домов, машин и прочего. Не дайте себе быть, скажем так, обманутыми тем, как сейчас выглядит NFT, и то, что вокруг него сейчас в основном это все спекуляция. Тем не менее, у NFT есть вполне нормальные себе варианты применения, и это будет точно таким же важным компонентом
вот этой новой денежной экосистемы, новой денежной парадигмы, которую мы сейчас вот выстроим. То есть, в котором будут криптовалюты, децентрализованные финансы и будет NFT. То есть, на самом деле, будущее NFT, мне кажется, более чем хорошее. Оно уже используется, опять же, для доменных имен. Его можно потом прикрутить, например, к продажам билетов в театре, кино. Ну, то есть, это, конечно, мелочь кажется, но как бы по кирпичикам все, что нужно, все аналоги физического мира будут переходить в токенизацию в цифровом мире. Это была новая непостоянная рубрика «Крипта для чая». Не для чайни. Не для чайников. Подписывайся, друг, ставь лайк и колокольчик. Пожалуйста, пишите комментарии. Было понятно, непонятно, слышно, не слышно. Да. Лавки-лавки, обнимаем. Да, ну и что вы Давай. думаете вообще по поводу NFT? И купили ли вы своего криптопанка? Да не купил там никто криптопанка. Ну, сука, кто потратит хотя бы один эфир на NFT? Есть обезьяны, есть эти поплавленные обезьяны, есть там зомби-клуб, есть такой, есть такой, есть Шибайну, есть там, ну, короче, что хочешь, брат, вообще, и на любой вкус и цвет. Бери биток. И клейми свое NFT на Genesis и жди с моря погоды. Да, всем удачи, всем пока. Смарт-контракты, пока.